Вітаю! Це я, медіа-волонтер Марія Авдєєва і Харків Regional Film Commission. Сьогодні ми у дуже важливому для всіх в ці часі місці. Це Харківська травматологічна лікарня. І зараз ми поспілкуємося з її керівниками і лікарями тут, щоб дізнатися, як вони в ці часи лікують харків'ян. Марта этого года в нашу больницу около часа ночи попали взрывные устройства, которые повредили 83 окна учреждения, снесли центральный вход, повредили фасадные конструкции. На улице в этот день было минус 19 градусов, и, естественно, здание очень быстро стало охлаждаться. Поэтому все врачи, сестры, все, кто был в больнице в этот момент, занимались тем, что до утра зашивали все эти поврежденные окна одеялами, пытаясь не допустить переохлаждения здания. На сегодняшний день в больнице удается удерживать тепло, и больница функционирует в полном объеме. По сравнению с мирным временем у нас гораздо меньше пациентов, но у нас появились пациенты крайне тяжелые после минно-взрывных травм, которые требуют гораздо большего ресурса, времени и, соответственно, ухода всего персонала. Но, помимо всего, и существует травма, которая была и в мирное время. Мы не можем отказать этим пациентам. Они точно так же страдают от боли, и им тоже нужно оказывать помощь. Все, конечно, усложняется в военное время. Персонала меньше, безусловно, но, тем не менее, мы со всем этим справляемся. Скажите, а вот у меня вопрос еще по поводу обстрела больницы. Российская пропаганда говорит о том, что они не обстреливают ни мирное население, ни госпитали, ничего, никаких объектов гражданской инфраструктуры. Вот что вы на это можете сказать? Мы с вами находимся в таком месте. Мы пройдем, я покажу, где нет никакой инфраструктуры, кроме медицинских учреждений и обычных мирных домов, мирных кварталов харьковчан. Мы попали в программу реконструкции Украины в рамках Европейского инвестиционного банка. Были выделены средства на утепление фасада. Вы можете видеть, во что превратился наш красивый фасад, который не простоял и нескольких месяцев буквально. А пациенты вот в этих там помещениях, которые забиты, которые были повреждены, они внутри находятся в помещениях или где-то в коридорах? Нет, сейчас пациенты переведены в коридор. Мы увидели, что осколки спокойно могут пробивать внешние стены, поэтому сейчас пациенты находятся в коридорах, чтобы было препятствие в виде 2 стен как минимум. 2 стены, вероятность при непрямом попадании пробить гораздо меньше. Один удар мы увидели, еще было второе попадание. Попадание вот перед нами сейчас будет на внутрибольничной дороге. Был поврежден асфальт, рядом стоявшие автомобили практически все были посечены, разбиты окна, несколько автомобилей повело, что невозможно было их открыть без дополнительных инструментов. От ви зараз бачите якраз місце потрапляння такої ракети. Ми їх бачили вже багато по Харкову. Скоріше за все, це були використані касетні боєприпаси, які заборонені для використання в цивільних місцевостях, там, де мешкають люди, а особливо, звичайно, перед госпіталем, перед лікарнею, тому що вони вражають дуже маленькими шматками металу, які розлітаються по всій території. Але ми зараз запитаємо, як це було насправді. Які ураження були від цього удару? Удар произошел в час ночи. Мы находились в здании. Было ощущение, что здание рухнет. Затрусились окна, такое ощущение, что здание подпрыгнуло. Однако здание само, естественно, устояло. Размеры этой воронки кажутся не очень большими, но на самом деле, оказывается, взрыв, вся энергия идет не в землю, а наружу, поэтому мы видим с вами такие большие поражения надземные, а не какие-то котлованы и рытвины в месте попадания. А мы вот когда с вами разговариваем, слышно было звуки обстрела. Это постоянно здесь так происходит? Да, эта ситуация довольно обыденной стала, к сожалению, для нас. Бывают дни относительного спокойствия, но чаще всего это мы слышим ракетные, артиллерийские
звуки выстрелов. На всякий случай сейчас впереди увидим, сделали запас фанеры, пенопласта, пленки для того, чтобы иметь возможность быстро устранять повреждения. Это мы видим людей, которые выходят из подвала. У нас в больнице есть небольшой подвал. Там находятся семьи врачей, сестер, есть маленькие детки. Да, это, скажем, ремонт этот был сделан много лет назад, но тем не менее нам удается поддерживать такое вот жилое состояние. Сейчас, конечно, вид у нас такой вот военного времени. Больные находятся в коридоре с целью безопасности. Понятное дело, это усложняет работу, но тем не менее мы спокойны за пациентов более-менее. Вот. Ну, конечно, при необходимости будем эвакуировать. Мы можем показать наши разрушенные палаты после обстрела 2 марта. Вот. Это будет все явно видно, какой силой поражающей обладают эти снаряды. Вот такие вот экспонаты мы собрали в этой палате. Это осколки прилетевшего снаряда, снаряда, бомбы, мины, непонятно что. Вот эти вот осколки вонзились в потолок, в стены. Но, в общем-то, чудом не пострадали пациенты. На сегодняшний день у нас, собственно говоря, пациенты, которые поступили к нам в первые дни войны, они уже практически выписаны. Одна пациентка осталась, если она захочет с нами пообщаться, она расскажет о себе. А основное количество уже выписано, но выписано на какой-то промежуток времени. То есть то лечение, которое мы провели, это этапное лечение. И вполне вероятно, что эти пациенты еще вернутся к нам не раз, не два, не три, может даже и 5 раз, потому как особенности минно-взрывной травмы – это тяжелые массивные повреждения с большими зонами молекулярного сотрясения тканей, которые заставляют проводить многоэтапное лечение для того, чтобы восстановить физическую активность пациентов. Я живу на Салтовке, перед Северной Салтовки. Я ходила к маме, шла обратно от нее и попала под обстрел. Впереди шел мужчина, пожилой женщина, и вот мужчина меня помогал затягивать в подвал уже потом. Вообще на улице людей практически не было. Он оказал первую помощь, да? Да, я с него ремень даже сняла посреди дороги. Ногу затягивали. И потом вызвали скорую, да? Ну, скорая случайно приехала в этот дом за кем-то. Обращение абсолютно прекрасное, да, Александр Васильевич? Отношения всегда чуткие, и сострадание, и забота о пациентах, желание помочь. Обращение очень хорошее, поэтому тут, тем более при сегодняшней ситуации, все лояльные, все адекватные и относятся с пониманием. Что касается характера травм, конечно, есть различия, потому что в мирное время травма более проще, в двух словах. К изменившимся условиям поступления больных и характеру травм, с которыми стали обращаться люди с момента войны, конечно же, имеет место быть. Несмотря на то, что мы все изучали военно-полевую хирургию, изучали моменты массовых поступлений, все равно жизнь носит свои коррективы. Оказалось, некоторые вещи нам пришлось повторять, некоторые вещи мы узнавали вновь. К нам приезжали специалисты из международной организации, которые имеют опыт работы в горячих точках на нашей планете. Они помогли нам в плане организации приема большого количества пострадавших, массовых поступлений организационно. Прочитали нам ряд лекций по боевой травме, по минно-взрывной травме. На лекциях присутствовало практически весь врачебный состав, и я видел заинтересованность. Я думаю, что это очень полезно для нас было. Но, тем не менее, несмотря на то, что у нас появилась как основная минно-взрывная травма, продолжаются
все равно поступление и гражданского населения с бытовой травмой. Часто наблюдается определенная нервозность пострадавших больных. В дальнейшем в процессе лечения устанавливаются более близкие отношения. Больные с пониманием относятся к нашему труду. Они видят, что мы стараемся для них делать. Поэтому, как правило, выписываются больные со словами благодарности. Часто со слезами на глазах благодарят врачей. Мечта первая — пойти домой, чтобы дома была семья. И, наверное, сесть, собраться с семьей за каким-то ужином, обедом. У меня, к сожалению, не пьющая семья, поэтому сказать, поднять чарки не могу. Но хотя бы вспомнить то, что мы пережили, и поднять туз за то, чтобы такое больше не повторялось.